coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Тани Бани. И продолжаем свой небольшой марафончик. Я очень хочу пройти эту третью главу. Очень хочу, мне игра просто нравится до невозможности, и я хочу ее пройти. В предыдущей серии гляньте. Очень рекомендую, чтобы вы понимали, что происходит. А мы погнали, без лишних слов. Он стоял, широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Наверняка там нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Ромка плотно сжал сухие губы, стреляя взглядом то в меня, то по сторонам. Что происходит? Ромка будто прочел и озвучил мои мысли. Что происходит? Ничего, проветриваемся на. Мне это не нравится. Голос Бяши был противным, насмешливым. Проветривайся в другом месте. А мне и здесь нормально, да, куколка? Куколка? Это он мне? От изумления я не мог выдавить из себя ни звука. Только таращился на весь этот цирк, разыгрываемый моими неоднозначными товарищами. Видишь? Ты ее напугал! А тебе какая забота, говнюк? Вали, пока целно. Что? Подожди, это что? Подожди, у меня, кажется, есть теория. Я переваривал услышанное. Бяша назвал Ромку говнюком? Он свихнулся? Мне кажется, Ромка тренируется быть мачо и защищать Полину? Ведь там имя Ромки было в тетрадке. Получается, он тренируется на Бяше, а мы Полина? Пацаны, Не обращая внимания на мой робкий протест, Бяша шагнул к Ромке, замахнулся как-то чудно и комично. Не вынимая правой руки, Рома свободной кистью заблокировал удар. Что за цирк? Актеры в индийских фильмах, которые любит мама, дрались убедительнее. Бяша заскулил, хоть и не видел, чтобы Рома стукнул его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, больно как! У меня сотрясение мозга! Что это за цирк? Боже. Рома пнул куда-то в коленку. Бяша припал на четвереньки, охая и ахая. Сейчас пылесосить буду. Знаю. А я смотрел, не моргая, как приближается Ромка. Боже мой. Я сейчас просто не могу. Это реально слишком комично. Это какая-то комичная серия. Комичная. Ой, боже. Локоть его подергивался. Рука выползла из-за спины. Я врос в асфальт. Сейчас заблестит лезвие. Вот сейчас. Ромка резко выкинул руку, и я щелкнул зубами от испуга. Цветки? Я понял. Ну, честно говоря, да, я так и знал. Он тренировался, он хотел Полине это подарить. Букет подснежников, не пойми откуда взявшихся в такой мороз, качнулся у моего лица. Это что, цветы? позволь проводить тебя. Это что было? Ой, блин. А то, сама знаешь, шастают тут всякие маньяки. Ясненько. Это реально мило. Ну, это мило, честно говоря. Он тренируется, это приятно. Значит, пытается унять свой неприятный характер. Это хорошо, значит, он реально любит Полину. Тёна, бедным маньякам уже и посасать нельзя. Ой, боже. Ну, честно говоря,
Ромке нечего бояться, я точно Полину трогать не буду. У меня другой фаворит. Фаворитка, точнее. Эх, хреновый из тебя маньяк, Бяшка. Даже Тоха не повелся. А она нас в 2 счета раскусит. Наконец-то ко мне вернулся дар речи. Она? Кто она? Что тут творится? Ромка хмыкнул, сдувая с цветов снежинки. Да, маленькая репетиция, братан. Хотели на твою реакцию посмотреть. Бяша встал, отряхиваясь. Стёку одну втюрился. Вон откуда-то цветы нарыл на. Пасть заткни! Я так, планирую подкатить слегка. Разыграть представление, а то она неприступная, мать её за ногу. Типа гуляет девочка себе, а к ней докапывается такое вот говно. Бяша обиженно заворчал. Сам ты говно! Ну и я такой ее раз и спасаю. Но чё-то Бяша совсем бездарный актер. Нужно другого хорошего маньяка найти. Ну, мы подойдем. Мы, кажется, уже потихоньку в маньяка превращаемся. Мы будем хорошим актером. Давай-ка ты маньяком будешь. Серьезно? Блин. Я? Да, ты Эйнштейн. Ну а чё? Как по телеку показывали, маньяки вообще всегда тихие, скромные люди. Вот прям как ты. Как ты сейчас в точку попадаешь, что, возможно, скоро наш дорогой Тоша превратится в маньяка. А еще, зная его силу, А благодаря Катькиным сплетням все в школе думают, что именно ты бабурину кокнул. Давай, соглашайся, Тох. от сердца отлегло. Никакого криминала, обычный театр. Еще и ради девочки. А что делать-то надо? Ты же видел бешеное кривляние? Тип, идешь ко мне, борзый такой, можешь разок в печень заехать, а я тебя тип херак и в сугроб. А? Ну, давайте попробуем. Рома оживился. Отлично. Нормальненько. Спрятался. Бяша, меняешь пол. Ты теперь тёлочка. Ой, блин, не знаю, почему это смешно. Гуляй. Ну, кривли. Ой, боже, это приятно. Гуляй? Ладно. Думаем. Я понял уже, кто это. Девчонка Полина. Бяша зашаркал по двору. Закривлялся. Блин, ну зачем? Зачем ты это делаешь, дружище? Ля-ля-ля. Ой, дружище. Боже мой. Он слишком глуп. Не очень хороший актер, но реально Тоха, смешно. действуй. Тоха, действуй. Я, борясь с улыбкой, направился к Ромке. Я сейчас тоже еле-еле держусь, чтобы просто не заржать. Он опять спрятал руку и смотрел сурово. Актерствовал на 5 баллов. Но, честно говоря, да, он нормальный актер. Ну, Она моя! нормальный таки. Нет, слишком как-то. Слишком. Хотя нормально, может еще. Рискни! Ой, эй, я рискнул, махнул в сторону друга. Костяшки кулаков лишь скользнули по кожаной куртке, как Ромка внезапно упал. Ой. Не от шутливого тычка, конечно, а подскользнувшись на льду. Хлопнул со всем весом, так и не убрав руки из-под тела. Лепестки примятых бутонов остались на снегу. Я кинулся на помощь. Ой, бля! Да погоди ты, не дергай! Не сломал? Рома осторожно разминал запястье. Да не, ушиб вроде. Лед приложить нужно на. Это точно. Тебя, мудака, приложить нужно. Зря ты так. Об стенку башкой.
Ромка встал уже, посмеиваясь, собрал цветы. Да, если я так при подруге навернусь, можно будет про нее забыть. Давай еще раз отрепетируем. Ромка мотнул головой. Вечером, как рука пройдет. Мгм. Не хочу опозориться перед первой скрипкой школы. Договор... Я осекся на полуслове. В голове щелкнул рубильник, и все стало на свои места. Я вспомнил беглые взоры, которые Ромка посылал Полине. Вспомнил его каракули в анкете. А почему я не удосужился как следует изучить их? Меня будто молотом огрели, вкатили в землю. Полина, вот главный герой спектакля. Срежиссированного Ромкой. А мне в нем досталась роль третьего лица. Тьфу, а мне в нем досталась роль третьего лишнего. Я рассеянно брякнул. Договорились. Вот это я понимаю, команда Вольтрона. Один за всех, И все на одного! захлопни. Если вдруг тебе понадобится помощь, Антоха, можешь рассчитывать на меня. Вот нормально. Но, если честно, я не буду пытаться что-то делать с Полиной. Не буду. А теперь бывай. Вечером мы к тебе заглянем. Ну что ж, нормально. Все обошлось. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Все мысли занимала только Полина. И тот спектакль, где Ромка уговорил меня уготовил мне роль злодея. Да, Я сегодня ага, книжку читала, да. там ребята учились в школе, прям Ага, как да. ты ходишь в школу, и они в школу ходили. Да-да. Вот. И у них был какой-то праздник, и они там поделки лепили и делали все своими Я бродил руками. по дому, Нужно будто было пьяный, принести природные поддакивал материалы, сестре, и толком не разбирая, о чем она говорит. И Да, потом да. они все это разбирали и клеили Да, на бумагу. Оля же Друг другу толдыч. дарили, Оля же толдычила без перебоя, то и дело вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкала и уставилась на меня, до боли знакомым колючим маминым взглядом. А, Меня буквально выдернуло из темницы разума, где колокольчущие мысли, подобно гарпиям, обрушивались на мой искусный мозг, не давая вернуться в реальность. Я уставился на сестру. Сейчас она была миниатюрной копией мамы. Точнее, тем, кого она превратилась с момента переезда. Точнее, тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с ее грозной позой в виде заглавной буквы F и вздернутыми к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Она брызнула ядом в мою сторону, копируя мамкину интонацию. Копируя мимику и интонацию чуть ли не единственного человека, с кем проводила все свое свободное время. На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру, затянувшись перемену. Затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Еще немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил ее в своей башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости. Ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, силясь найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем. Оля
Оля нахохлилась, однако искра интереса вспыхнула в ее изумрудных глазах. И ледяной осколок, занесенный снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же. А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток. Хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Поди целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха. Оля прыснула со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. Как ты догадался? Наконец-то. Я сейчас знаешь, какая меткая. Считай, уже проиграл. Не на того напала. Включай скорее. Так, давай проверим. Секунду. Нет тут ничего. Ну, нажать не на что. Значит, можно открывать. Открываем. О, я спрятал печатку Семена в ящик письменного стола. Хотя сам до конца так и не понял, поступил ли я правильно, украв у милиционера важную улику. Ну, мы все равно ведем собственное расследование, а улики нам нужны. Наконец я перебрался в комнату сестры. Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Так, Дэнди. Дэнди — игровая приставка, распространенная в республиках бывшего СССР. Неофициальный аппаратный клон консоли третьего поколения. Famicom. Или NES. Японской компании Nintendo Famicom. Или NES. И никогда официально не продавались в России 90-х. Поэтому китайская подделка Дэнди, которая была широко распространена по доступной цене, снискала большую популярность. Так, хорошо. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским, я даже не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже отряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама, Она замолчала, и на секунду показалось, что на ее глазах выступили слезы. у нее опять был этот страшный. Оля взглянула на меня мокрыми глазенками блюдцами. Что? Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. Бэ. А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Ой, боже. Оля
поежилась и с опаской взглянув в окно. Они начали громко ругаться. Только не говорите, что... Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться, родители попросту ее не замечали. Потом мама ударила. Вот так. Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыбу. Она была живая тоже. Ей было больно. А мама... Ой, мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым в жабры клинком брызнула зловенной слизью на мамино лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом и кровь размазалась по любимому стеклу. Тьфу. К маме, как в тот день, когда при нас человек сбил автобус и кровь размазалась по лобовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закатывались, она падала навзничь, как спиленное дерево, и извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья, выплевывая обрывки пугающих фраз. А папа, он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы вспоминая... Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Но вначале он засмеялся тоже. Так страшно, когда увидел, что маме плохо. Боже мой. Потом вдруг заплакал. От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшее мамой, перебросилось и на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь и почувствовала, как рубашка сделалась мокрой. И я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие. Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, это крепко обнять Олю. Так, продолжаем. Извиняюсь, было небольшое происшествие. Давайте продолжим. Давайте спокойненько продолжим себе дальше. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Ё-моё. Что это за хрень? Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. А это вид. Что это такое? Сколько бы раз она и не видела эту заставку, все время реагировала одинаково. Как и при виде совы. У меня самого выступали мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелание сестры. Но если честно, то реально в ночь увидеть такое лицо по телевизору было бы реально жутко. Вид. Логотип телекомпании, представляющий коммерческую голову древнекитайского философа Го Сяна с трехпалой жабой на голове, символом ужасов детей России 90-х. Тьфу, символ ужаса детей России 90-х. Играть. Тут ничего нельзя, да? Ничего? Ну давайте играть.
Честно говоря, если там будет возможность победить или проиграть, я попытаюсь проиграть сестре, чтобы ее порадовать. Наконец-то на экране появился список многоигровки, идущие в комплекте вместе с приставкой. Досадно, что большинство наименований на этом картридже были просто другими уровнями одной и той же игры. Я подобрал серый прямоугольный джойстик и стал выискивать в пиксельном многообразии знакомые английские слова про утиную охоту. Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Как твои дела в школе? Да вот, завел пару друзей, наверное. Да вот, завел пару друзей, наверное. Ого, целых 2. Везет. А ты говоришь, лисичку увидела? Ага, ее зовут Алиса. Вот черт, это она. Это точно она. Мне резко стало не по себе при упоминании новой знакомой. Откуда ты знаешь? Она так сказала? А когда с мамой мусор ходили выбрасывать. А еще говорила, что спасла тебя. Спасла? Тут же вспомнилась перепалка с хулиганами в лесу, а затем таинственный шепоток из чащи. Как улепетывал побитый Семен, и как склонялся надо мной, заслоняя луну, рогатый великан. Все это время я будто бы ощущал незримое присутствие Алисы, словно она следила за мной из-за кривых стволов деревьев с затаившейся улыбкой на рыжей моське. Тьфу, с застывшей улыбкой на рыжей моське, блин. Это у меня моська, а у нее маска. На рыжей маске. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. А еще она что-нибудь говорила? Мама так быстро вернулась. Я ее хотела с лисичкой познакомить, а та уже убежала. Ты ее не боишься? А почему я должна бояться? Алиса добрая, такая пушистая и красивая. Не то что сова. Я вставил световой пистолет в гнездо от второго джойстика под смешок сестры. Чуря первая! Честно говоря, я хочу сейчас проиграть. Давай. Сколько она выстрелит? Сколько она убила? Я не буду выигрывать, я проиграю ей. Давайте я только одну застрелю, но не буду выигрывать. Как тут стрелять? Одну? Как тут попасть? Как тут попасть? Оуч. Ой. Но я хочу проиграть, Я просто не знаю, как тут играть. Я просто не знаю, как прицел, я его не вижу. Я 500, она 3000, нормально. Давай, посмотрим. Сколько она набьет. Такс. А я сейчас должен попытаться... Я второй игрок, я должен проиграть ей. Главное не попасть по уткам. Я специально проиграю. Я буду проигрывать, я не буду попадать. Так, ну давайте по одной попадем. Хотя бы по одной. Ну хотя бы одну. Все, у меня патроны кончились. Я одну подстрелил. Кто на новенького?
Нормально. Давай, я хочу ее обрадовать. Я сейчас буду проигрывать специально. Давайте чуть-чуть. О, нормально. Так, теперь я попробую. Главное теперь попасть по уткам. Где? Промазал. Ну ладно. Одну подбил. 3000. Главное слишком много не сделал. Давайте. Я не хочу просто побеждать. Не хочу. Хотя у меня и так мало. Ни в одного не попал. Ну ладно. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Ты проиграл, Тоша. Братик. Да-да-да, я хорошо поступил. Да-да-да-да. Братик, нормально. Я именно этого и хотел. Я хотел обрадовать Олю. Я так и поступить и хотел. Мне... Мама докричалась до меня только с 3-го раза. Антон, тебя к телефону. Девушка какая-то. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Олей игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. О, это Полина. А, ну да. Она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежал карандаш и потрепанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так и норовящие соединиться в дурацкое сердечко. Соединиться в дурацкие сердечки. Я прочла твои ответы. А тебе действительно Кармен нравится? Мне, если по правде, русский рок больше нравится. Но я почему-то постеснялся это написать. А хочешь, Антоша, и я честной буду? Конечно. Карандаш вывел женский профиль, глаз, длинные ресницы. Полина сказала полушепотом, наверное, чтобы дедушка не услышал. Мне здесь ужасно тоскливо. Дома? В поселке. Здесь никогда и ничего не происходит. А если происходит, то всякая гадость. И дело даже не в пропавших детях. Здесь музыки мало. Но у тебя же кассеты есть. Я не про записи. Я про... голос этого места. Он не мелодичный. Все шуршит, как патефонная игла. Скрипит, воет изредка. Тут неуютно. Тесно очень. Тут неуютно, тесно очень. Не знаю, как объяснить тебе. Не знаю, как объяснить тебе. Графель набросал дом, окруженный высокими деревьями. Кажется, я тебя понимаю. Кажется, я тебя понимаю. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Моя сестренка говорит, что чувствует себя заточенной в темницу. Я буду читать, потому что мне нужен перевод. Из-за этого уж извините. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. Вот и я. Я очень люблю дедушку. И бросить его боюсь. А порой так хочется убежать. Далеко-далеко. А порой так хочется убежать. Далеко-далеко. В лесу. В лес, подумал я, отчужденно, молюя хвойные лапы. Убежать в лес, чтобы снежинки падали на шерсть и ветви закрыли от посторонних глаз. Я, когда рисую, будто путешествую. Я, когда рисую, будто путешествую. У меня так же со скрипкой. У меня также со скрипкой.
Убегаю по смычку в небо. Осознав, что рисую нож-бабочку, зачеркнул. Воспоминания о Ромке испортили настроение. Сказать ей, предупредить, что он замыслил. Сорвать его планы, охмурить Полину. А как же команда Вольтрона? Все-таки они были какими-никакими, но моими приятелями. И кем бы я стала, предав их? Ни в коем случае я выберу Ромку. Я не буду их предавать. Не буду. Ромка. Я не хочу их предавать. Ромка. Да, порой Ромка вел себя ужасно, бывал несправедлив к другим и помыкал слабыми. Но что-то мне подсказывало, что дружба для Ромки не пустое слово. Разве не о друзьях я мечтал все это время на новом месте? Команда Вольтрона. Команда Вольтрона. Пускай здесь они и были так же чудовищны, как вид на древний лес из моего окна. Я сдвинул очки на лоб, потирая глаза. Поскорей бы уже повзрослеть. Эх, поскорее бы уже повзрослеть. Тьфу, что ж такое, мне язык заплетается. Эх, поскорее бы уже повзрослеть. Эх, поскорее бы уже повзрослеть. Думаешь, будет проще? Думаешь, будет проще? Не давая ответить, раздался дверной звонок. Мой блуждающий взгляд ткнулся в дверь. Это Ромка с Бяшей пришли репетировать, а я должен помочь им увести девочку, которая мне нравится. Полин, подожди минутку. Ну что уж тут. Я все-таки не хочу... Я все равно не иду по пути Алины. Я не иду по пути Полины. Мне нужна Алиса. Я иду по пути Алисы. Если получится, я не знаю, возможно, попытаемся ее спасти от этих чертовых зверей, помочь ей и превратить ее в человека или что-то такое. Сделав пару шагов, я прижался к дверному полотну. Посмотреть. Горевшая снаружи лампочка озаряла крыльцо, и в замерзшем глазке различались два невысоких темных силуэта. Явились, не запылились. Подождите, я сейчас! Вернувшись к телефону, я поднял трубку. Мне надо бежать. Мне тоже. Мне надо бежать. Мне тоже. Спасибо, что выслушал. Спасибо, что выслушал. Гудки завибрировали в ухо. Я опустил трубку на рычаг и покосился на лестницу. Мама, увлеченная сериалами, не заметила трель. Никого не предупредив, я натянул обувь и шапку, а затем выскользнул в темноту зимнего вечера. Ветер защипал щеки. Я поморгал, привыкая к сумеркам. От леса тянуло холодным и смолистым запахом хвои, а где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них моих одноклассников. Я направился к забору, слушая вой ветра в ушах и монотонный скрип под подошвами. Одна из фигур шевельнулась и плавно устремилась к чащобе, будто конь-кобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщательно растирая. Тщетно. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка.
В животе закопошились В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Мама и Оля сидят в тепле перед телевизором на втором этаже и непринужденно следят за похождениями героев Санта-Барбары. Мне совсем не хотелось участвовать в Ромкиных постановках. И еще сильнее не хотелось идти туда, где на зимнем ветру колыхалась раздвоенная тень. Что да, реально. Мы тут замерзли совсем. Голос Бяши буквально дрожал, а нетерпеливый Ромка пускал клубы пара у темных сосен. Такой влюбленный и задумчивый. До костей продроглено. Шевелись! Да иду. Я глубоко вздохнул и пошел, пиная сугробы. Бяша замер лицом к тайге. До него было рукой подать, и я зачем-то положил озябшую кисть ему на плечо, наверное, убедиться, что это все не сон. А вот и сова. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Нечто в птичьей маске таращилось на меня. До самых косточек. До самых косточек? Подожди секунду. Не говорите, что Бяша это сова. Голос был точь-в-точь Бяшин, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули нагайкой. Существо в маске лишь притворялось Бяшей. Чтобы выманить меня, я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Желтый свет в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение. За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил еще одну фигуру. Вот боже. Изъерошенный волчок выполз из угольной тени дома, переградив путь. Он двигался дерганно, хаотично, словно приплясывал какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчетливо видел, что волчья морда — обыкновенная маска, что-то в судорогах оборотня заставило меня окоченеть. Ряженый потерся боком о столб крыльца и, припав на четвереньки, выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза Борозины сверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг, то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на четырех конечностях. С отвившейся челюстью я перебирал ногами, пытаясь удержать его в поле зрения. Из-под прорези маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доски. Слюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула: «Спасайся!» Штакетины забора замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону к зубчатой и пахнущей хвоей кромке леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто бы забыв человеческую речь, рычал.
Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул ее, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной заструился зыбучий снег, мешая подняться и опереться во что-нибудь. И упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась все ближе, напоминая едкий дым погребенных костров. И я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку, и уши запекло от лютого мороза, пока сам я весь взмок от пота. Поле наконец закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за деревья. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком в мясорубку. Узел выбившихся из почвы корней прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ну а вот что будет дальше, я вот на этом моменте мы и остановимся. Я не хочу слишком затягивать серию. Ой. Блин, это жутко. У меня сейчас руки холодные опять. Я весь опять холодный до неимоверности. Честно говоря, скорее всего, сова это ни хрена не Бяша. Она просто умеет имитировать голоса. Она ведь пыталась имитировать голос этой Оли. Она голос Оли пыталась имитировать. И Бяши. Скорее всего, это ее способность. И Бяша нифига не является членом их культа. Потому что если являлся, то я не знаю... Хоть как-то бы мы поняли бы это. Да и, скорее всего, он был бы этим самым хозяином леса. Он же бегает, как козел. Это ему лучше подходит. Ну ладно. Ой. Так, ладно, уже в следующей серии продолжим. Ух. Рекомендую, загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Пишите комментарии, чтобы помочь в продвижении канала. Нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.